Это кладбище началось в 17 веке. Это самое старинное на всю Европу кладбище. И самое знаменитое. Тут очень много ксенонзов, очень много знаменитостей, очень много евреев. Тут все национальности. Но больше, конечно, это польское кладбище считается. А в 1938 году мои родители здесь венчались. Маме было 17, папе 19. В 1940-1941 году немцы разбили костел. А его вот это недавно восстановили. Недавно. Ну, может, лет 15-20. Привет, дамы и господа. Решил снять новое видео для вас, так как первому выпуску уже 2 года и набралось много лайков, больше 500 лайков. Спасибо вам большое. Продолжайте в том же духе. Я буду снимать для вас. Смотрите, первый раз вижу, чтобы было здесь открыто. А какие здесь старые могилы самые? Могилы, вот там больше ксензов. Вот это низ. Это все, видите, новые. А в основном вы пройдите по аллейке к началу кладбища, да, там самые старинные первые. Особенно вот это все, смотрите, вот это все могилки, видите? Это склепы. Там внизу еще склепы были. С той стороны склепы, но их вандалы поразбивали. Это были 70-е, 90-е годы. Вот. Но они были не старые, эти склепы, им было по лет 20. Потому что мы детьми сюда рядом жили, прибегали сюда, смотрели. Упало дерево. Вон, видите, пенек. Упало дерево и сломало склеп. Друзья, одна из наших подписчиц попросила найти родственника, который покоится на польском кладбище в Житомире. После длительных поисков это удалось сделать. Все-таки это был склеп. Не просто могила, это склеп. Здесь даже ступеньки вот есть. Ступеньки и вот частный сектор. Третий раз прихожу, ищу и наконец-то удалось найти могилу. Генерал-лейтенант Адольф Шилейко. Родился 19 лютого 1851 года. Умер 14 апреля 1914. Любимому мужу, отцу. Здесь рядом Мария Малежевска. Давайте спустимся. Не ухаживают немного за кладбищем. Портит всю красоту. Бутылки всякие. О, какие молодцы, а. Ну, нормальные люди, ужас. Идиоты. Как я спускался, примерно, чтобы понимать. Вот здесь вот поворачиваешь и по этой тропинке и вниз. Удовлетворение приятное, что получилось найти могилу. Вот тот самый памятник, который стоит у нас на заставке канала. Ух, по-моему, будет дождь скоро. Очень аура хорошая. Сюда Да. идешь, тут отдыхаешь. Здесь спокойно очень. Да, очень спокойно. И вы знаете, тут очень намоленное место. И выстражданное, понимаете, вот эта дружба, говорят, там, понимаете, есть священники, но мало. А тут в основном священники из Латвии, ксензы, и из Житомира, и из Бердичева, со всей округи. Тут очень интересно и очень аура сюда зовет. Чего? Потому что тут хочется поклониться людям, которые связаны с Богом. А с Богом почему? Потому что они молились Богу за нас, и они ушли.
В таком плане. Там есть еще сзади склепы. Я не знаю, в каком они состоянии, потому что давненько не было. Внизу там где-то, вот там 1700, вот там перевернут. Тут все... Я видела несколько надписей, это священники были, 1700 такой-такой. Но это началось оно где-то в конце 16 столетия. По истории, потому что историю хорошо знаю. Как же в других странах? Вот мне хотелось посмотреть, например, как в Грузии хоронят, как в Югославии. Вот Югославия, Грузия, вот камешечек там и все. Там нет вот этих оградочек. Там по-другому немножко. Сильно интересно тут, очень и очень. Только почитаешь, над дорогой там сильно молодежи много. Вот так вот, когда мы шли в детстве, ну там написано. Но видите, вот это, наверное, табличечки, вот это все, которые, это каждая личность. Но уже они послетали от того, что они старые. Мне папа рассказывал, когда я маленькая была, когда лет 7 мне было, 6, он меня приводил и говорил, вот это мы с мамой тут венчались в таком-то году. И смотри, были просто руины, кирпичи. Но подвал был хороший очень. И за счет подвала вот это его возобновили, достроили костел. Сильно большой глубокий подвал. И там наши люди прятались, когда немец бомбил. Он в первую очередь сбомбил верх, а низ не смог, потому что подвал. И когда смотрела я вниз, то я видела там, ну, кирпичики и подвал сильно большой, глубокий. Но это уже знают, наверное, новые люди, которые ксензы, которые там ходят, рабочие, вот это все знают. А так, ну, очень интересный костел, очень, и тут очень место, аура хорошая. Да. Тут никогда убийств не бывало, никогда. Видно, тут души, как говорится, летают и не дают плохое сделать. Смотрите, как здесь склепов вообще не видно. 4 склепа. Никогда, вы знаете, на том кладбище русском, что мы рядом тут живем, в тех домах дальше. На русском кладбище, вот это около нас, парня 17 лет убили. Потом бабушку, которая удушили, она жила там и работала, охраняла, и даже под захоронение она участвовала в таком плане. Баба Цезия ее зовут. Вот. Но ее убили за какую-то бутылку водки, какие-то наркоманы, какие-то вот так вот. Но она добрейший человек, она сама католичка, она очень добрая. А тут я не слышала, чтобы где-то кого-то за столько лет убили, что-то или плохое тут сделали. Ну, в таком плане. Ну, приходят люди, вандализм занимаются. Да, этим. да. Свечечку какую-то побьют, какую-то лампадку. Это нехорошо. Это идет все, я вам хочу сказать, это вся аура идет, понимаете, плохая. Поляки очень добры к евреям. Они их прятали от геноцида, они прятали от немцев. И что хочу сказать, им давали польские фамилии. Заметили, что Зеленский наш, он же еврей, правда? А что он польскую фамилию взял? Потому что поляки их с нынешних далеких времен прятали под себя, что это поляк, понимаете? Вот. В таком плане. Чтобы они не думали, что поляки им враги. Они враги бывают все, в каждой национальности, но именно поляки сильно хранили, и тут много-много, что вы знали, еврейских. Потом они уже, когда при советском времени, уже писали настоящую фамилию. А так у них были псевдонимы, например, Марковская, там, так вот прятали. Вот. Но они сами по себе евреи.
Вот пример того, как хорошо ухаживают за польским кладбищем. Посмотрите, вот здесь вот склепы. Вот это все. Тут около 10 склепов, по идее. И просто вот выбрасывают с этого обрыва мусор. И оно так на могилы сыпется. Что уже и не рассмотреть, где кто похоронен был. Где чей склеп. Ну, вот смотрите, друзья. Здесь просто вот как будто мусорка. Особенно в этом месте. Сброшено в кучу все. Опасно здесь ходить, оно мягкое все такое. Вот осталась ограда, уже дерево практически повалило ее. Ё-моё. Фу, бля. Жутковато получилось. Если учитывать еще, что я котов не видел и смотрел налево, а коты были справа. Это немного жутко.